Следующий вопрос — путь к счастью. То есть, что это такое в первом приближении, на чем это держится, и цена вопроса, что нужно сделать, чтобы к счастью прийти. В первом приближении счастье — это что? Что о нем нужно знать? Это не то, что есть вокруг нас, это то, как мы на это реагируем. Это наша внутренняя реакция, наше состояние. То есть счастье — это позитивные реакции. По крайней мере, не просто позитивные, а сильные позитивные реакции. Больше, чем просто хорошо. Тогда это счастье. Что о нем важно знать? Напрямую счастье не связано с успехом. У большинства людей такая иллюзия присутствует. То есть многие бизнесмены деньги заработали, потом сидят одинокие в каком-то шикарном отеле и коньяком заливают душевную боль. И эти составляющие путать не нужно. Это разные, но взаимосвязанные. В большинстве случаев, чем больше в душе у человека радости, чем ближе он к состоянию счастья, тем проще ему делать карьеру и идти к успеху. Потому что на позитиве, на воодушевлении всегда легче достигать значимых результатов, чем заставляя себя или просто стремлясь к карьере и к финансовому какому-то благополучию. То есть счастье — это наша позитивная реакция. На что реакция? На что угодно. Это, предположим, самореализация, дело любимое, как личность и как профессионал растешь, коллектив замечательный. Самореализация дает наслаждение, если для человека все это ценно. Если не ценно, он просто зарабатывает деньги, скучает или ругается, страдает. Взаимоотношения, личная жизнь, любовь, друзья, дружба. Если есть наставники, замечательно. Есть у кого вопрос, спросить. Все остальные типы. Если человек понимает, как общаться, получает желаемые результаты, способен испытывать наслаждение, общение — это роскошь, он счастлив. Если он не обучен и не ценит, это или скучно, или плохо. В конечном итоге образ жизни, все сферы жизни, как человек проводит свободное время, есть ли у него увлечения те или иные, чтобы мы не придумали, все сферы жизни. То ли мы их ценим, и мы обучены до определенной степени мастерства, тогда это приносит нам пользу и наслаждение. То есть это внешняя жизнь, способны ли мы наслаждаться ею, и наш внутренний мир, в конечном итоге. Уважает ли человек себя, верит ли он в себя, его знания, убеждения. Они говорят: мир — шикарная возможность, насладись, воспользуйся, или что такое несчастье? Все ужасно, возможностей нет, люди рождены, чтобы страдать, и человек пошел страдать. Стремление, то ли он воодушевлен, он горит, он жаждет сражаться за победу, за ту или иную, то ли ему ничего не хочется, значит страдает. То ли он верит в себя, у него море активной энергии, список можно продолжить. Что желательно понимать? В словаре дали десятки тысяч характеристик человека. Вот каждая из них может быть источником или радости, как элемент для счастья, или страданий, если это ошибочная программа. Поэтому в конечном итоге состояние счастья или несчастья, по сути дела, это что? Это соотношение позитивных и негативных свойств, качеств, убеждений, любых проявлений. В их основе лежат в конечном итоге программы. Что человек считает правильным? Его убеждения, скопированные те или иные реакции, правильно эмоционально реагировать как родители или как лучший герой, который для человека является примером. То есть счастье — это соотношение позитивных и негативных программ сознания, и таких программ десятки и сотни тысяч. Это желательно понять. Это десятки и сотни тысяч. И фактически, чтобы человеку перейти к состоянию счастья, или чтобы его позитивность, другими словами, была максимально высокой, ему необходимо все эти программы
перестроить от негативных или никаких сереньких к максимально позитивным. Да, то есть позитивные программы, абсолютно все, что касается себя и окружающего мира, все, что мы знаем и думаем, это что? Я хочу быть сильным, умным, активным, заниматься спортом, петь, играть, танцевать, общаться с наслаждением, хорошо выглядеть, следить за собой, все, что правильно. Я хочу, я делаю, я умею или учусь, да, и получаю от этого наслаждение в конечном итоге. То есть позитивные программы. Хочу, могу, делаю, получаю. Шаг за шагом растущие результаты. Негативные программы. Боюсь, лень, ненавижу, да, не получится, страх, ужас, любые другие негативные. Раздражение, агрессия, ненависть. Самые разные. Нулевые реакции. Да, мне все равно. Лишат карьеры, зарплаты. Все равно. Жена уйдет. Все равно. Умрешь на 20 лет раньше. Все равно. Да? Поэтому основное, что счастье — это суперценный приз. И что еще желательно понимать, да, вот от силы зависит успех, от позитивности, от состояния счастья зависит огромное число всех остальных возможностей, которые есть в этой жизни. Предположим, насладиться чувствами. Человек, который находится в равнодушном или в негативном состоянии, в принципе, на это не способен. Потому что в основе всех чувств и дружбы, там, и любви, и уважения, чего угодно, лежит радость, позитивное отношение. Да? Можно разговаривать со светом в глазах, с улыбкой, говорить от сердца к сердцу, доверять, раскрываться. Если у человека не сформировано позитивное состояние, позитивные убеждения, позитивные ценности, позитивные реакции в целом, если они не сформированы, чувства для него закрыты. Если случайно получил, очень быстро разрушит, что и делает большинство людей. Да, женятся по любви, в течение года там, разошлись по разным причинам. Для чувств, для того, чтобы в целом испытывать состояние воодушевления, там, творчества, там, крылья за спиной, полет души, любые сильные состояния, да, дающие человеку мощные такие позитивные реакции, вот, нужно решить эту задачу. Избавиться от всех негативных программ страшно, не хочу, не буду, не верю, сомневаюсь. От всех равнодушных программ избавиться и перестроить, чтобы наше сознание работало на позитивных программах. Тогда причин для страдания нет вообще, можно забыть. Да, там, где человек не испытывает позитивных реакций, да, равнодушия, нулевых реакций тоже нет, можно забыть, тогда можно жить в состоянии постоянного внутреннего комфорта, радости, наслаждения, и все ценности для души, для человека в принципе становятся возможны. Почему? Он их не рушит. Да, своим негативом он их не рушит. Поэтому он счастлив и сам по себе, у него много причин для радости внутри. И все внешние призы, все проявления этой жизни позволяют ему вот эту радость приумножать. И в том числе, о чем там в последнее время и исследователи пишут, да, успеха в большей степени добиваются люди, которые идут на позитиве, которые сначала счастливые, воодушевленные, пламенные, горящие, верящие, любящие свое дело, а потом успешные. И во многих бизнес-тренингах, собственно, говорят о чем. Если вы занимаетесь любимым делом, получаете наслаждение от бизнеса, даже если он не приносит прибыли, это уже половина успеха. По крайней мере, ваша душа радуется. Нелюбимое дело, в конце концов, закончится плохо. Поэтому, по итогам, один из самых ценных призов — это счастье. Оно же является состоянием максимально высокой позитивности человека. Да, его разрушают равнодушные негативные программы. Достичь этот приз непросто. Нужно перебрать все, что у нас есть. А человек рождается, и его сознание пошло десятки лет впитывать информацию из окружающего мира, в котором много негатива, много различных не самых лучших эмоций, стереотипов, предрассудков, предложений пострадать. И сама среда
Те, кто достигает успеха, в большинстве случаев они рождаются в успешной семье, получают изначально великолепное образование. Есть приятные исключения, но в большинстве это происходит вот так. Да, вот сама среда, где рождается обычный человек, она не очень позитивная. Поэтому, чтобы решить вот эту задачу, стать позитивным и открыть возможности для всех самых ценных призов, нужно очень постараться. Да, вот. Фактически те программы, которые взяты из окружающего мира, их нужно перестроить на позитив. Поэтому вопрос, а сколько стоит счастье? 1 час усилий, 3 часа усилий? Ну, счастье — это фактически и любовь, и дружба, и наслаждение от процесса, и вера в себя, в свои силы, ощущение там, всемогущества, воодушевления, избытка энергии. Сколько оно стоит? Да? Что еще желательно понимать? Средняя школа не обучает личностному росту. Поэтому в этой сфере у человека чаще всего объем файлов стремится к нулю. И ему иногда, или в большинстве случаев, не просто оценить значимость, да, тех или иных проявлений внутреннего мира и оценить, а сколько для этого нужно вложить усилий. Да, получить высшее образование, там 5 лет, там, столько-то лет приобретать опыт. Не факт, что ты станешь успешным. Человек готов это делать. Почему? Принято. А чтобы стать счастливым и приложить усилия, многие люди: ой, это сложно, и это долго. Так вопрос, а сколько стоит счастье со всеми его составляющими? И какую цену готов заплатить человек? Ну, предложение таково, что да какая бы ни была цена, оно того стоит. Неважно. Человек растет то ли с точки зрения, как находить, не терять друзей, получать наслаждение от общения. Каждый шаг — это хорошо, это приз. В любви каждый шаг — это приз. В росте внутренней силы каждый шаг махонький — это тоже приз. Да? Поэтому насколько ценно для вас лично состояние счастья и сколько вы готовы вложить усилий, времени, средств, чтобы эти призы получить. Чуть-чуть, или это бесценные призы, которые, в принципе, за деньги купить невозможно. Это возможно только заслужить, да, собственным трудом над собой и над своей судьбой.